Всем привет! Это передача «Ваш повар». Меня зовут Саша, и если вы хотите научиться готовить вкусную и полезную еду, добро пожаловать на нашу кухню. Сегодня вместе с вами мы приготовим кролика под белым вином с фенхелем и травами. Для начала нам нужно выбрать кролика. Если мы идем за ним на рынок, то нужно обращать внимание, чтобы у кролика обязательно была задняя лапка вместе с коготками. Так мы убедимся, что это именно кролик, а не другое животное. Цвет мяса должен быть от светло-розового до розового, но никак не серым и не темным. Обязательно должно быть клеймо. Если мы идем покупать кролика в супермаркет, обратите внимание, что он обязательно должен быть в вакуумной упаковке и что внутри должна быть бирочка с указаниями сроков хранения. Кстати, обратите внимание на то, чтобы вакуумная упаковка была внутри без воздуха и без крови. Теперь приступаем к разделке кролика. Для начала нам нужно отрезать его ноги. Делаем это аккуратно. Подрезаем с двух сторон. Находим, где у него хрящ. Вот так аккуратно, красиво отрезаем. Теперь вторая. Точно так же подрезаем с одной стороны, отрезаем с другой стороны, находим хрящ. Вот, отрезаем. Срезаем клеймо, которое поставили кролику в самой переинстанции. Теперь отрезаем переднюю лапу. Точно так же, как и задняя. Нелегко очень отрезаются, без усилий особых. Зарезаем грудную часть. Достаем органы, которые у нас остались внутренние. Печень, сердце и почки. Самое вкусное. Да, это на самом деле очень вкусно, и не нужно это выбрасывать, когда вы готовите кролика. Можно его добавлять в ваше блюдо, оно не испортит вкус, и наверняка найдутся люди, которые любят. Теперь разрезаем мясо между хребетными костями, чтобы нам было удобнее его разрезать. Теперь нам нужно перерезать хребетную кость. Топора у меня нету, к сожалению, поэтому в домашнем варианте можно взять просто обычный нож, который у вас не самый дорогой, не самый вам нужный, вот, и взять какой-нибудь такой вот молоточек. Что мы делаем? Мы ложим, слегка прорезаем и стучим. Два удара, кусок мяса готов. И кролик в ауте. Также нам нужно обязательно отрезать нашу лапку. Готово. Приступаем к следующему этапу. Теперь нам нужно посолить и поперчить нашего кролика. Нам кажется, что кролики это очень милые и добрые животные, но на самом деле есть страны, в которых они оказываются настоящими вредителями. Например, в Австралии кроликов просто ненавидят. Когда-то давным-давно, примерно лет 150 тому назад, один очень умный и хороший человек завез кролика в Австралию для того, чтобы просто поохотиться на них, потому что ему вроде как было скучно. Но не учли того, что всех кроликов они не перестреляют, а свойства, умение размножаться кроликов мы все знаем. Ну и по сей день это огромная проблема для Австралии. В Австралии недооценили. Да, австралийцы недооценили способность кроликов к размножению.
Вот. И теперь это настоящее стихийное бедствие. И даже вплоть до того, что если вы выпустите домашнего кролика на волю и об этом узнают, вам грозит штраф от 11 до 40 тысяч долларов. Серьезное дело. Теперь перчим. Мы используем смесь перцев свежую. Далее нам нужно запанировать нашего кролика в муке и отправить его на сковородку. Панируем его, желательно, чтобы муки было немного. Муки должно быть совсем чуть-чуть. Она нам необходима для того, чтобы немножко затянуть наш соус. Также, если вы очень обильно запанируете кролика в муке, то кролик будет просто, мука это будет гореть, и будет неприятный запах и неприятный вкус. Отправляем на сковородку. Пока жарится наше мясо, приступим к нарезке овощей. Для начала нарежем лук. Лук я режу полукольцами. Стараемся нарезать тоненько, по возможности. Очень считаю этот лук. Берем тарелочку и переложим лук. Очень красиво рассыпается. Теперь приступим к нарезке морковки. Морковку режем крупно, для того, чтобы за время тушения кролика она не разварилась у нас и осталась в своей красивой форме. Приступим к фенкелю. Фенкель очень полезный овощ. И когда вы режете этот овощ, обязательно делайте так, чтобы в каждом нарезанном кусочке была сердцевина, потому что именно в этой сердцевине содержатся все полезные витамины и микроэлементы. Нарезаем тоненько сердцевинкой. Вполне хватит половинки фенкеля. Ну что, мы обжарили нашего кролика. Теперь мы его снимаем с огня и перекладываем в нашу посуду для запекания. Аккуратно складываем. Мы обжарили наш лук. Теперь нам нужно сложить его в нашу посуду для запекания кролика. Готово. Теперь нам нужно добавить немного фенхеля и морковь. Картофель. Просто смаживаем его по бокам. Немножко присаливаем. Теперь добавляем веточки тимьяна.
Тимьян придает очень хороший аромат. Также ложим горошка 3, душистый перец. Возьмем 2 зубчика чеснока, просто его раздавим и бросим. Для того, чтобы был не сильно выраженный аромат чеснока, просто придаст некую пикантность. Вливаем бокал белого сухого вина. Кусочек сливочного масла. Сливочное масло. Ну, просто порежем кусочками и выложим сверху. Вот. Да, добавляем буквально полстакана воды. Чтобы не терялась влага во время приготовления, нам нужно накрыть все это дело крышкой. Красиво звучит. Накрыть крышкой. Вот так. Ну что ж, отправляем это все дело в духовку. Будем жарить примерно часик на температуре 200 градусов. С Богом! С поварским Богом! По-моему, наш кролик уже готов. Давайте проверим. Ура! По-моему, получилось очень неплохо. Сейчас посмотрим. За 20 минут до конца приготовления нашего блюда мы сняли с него крышечку, чтобы оно немножечко поджарилось. Вот. Теперь приступим к вылаживанию блюда на тарелку. Оставили таких пару лепесточков фенхеля, просто чтобы украсить. Теперь берем кедровый орех. Кедровый орех, кстати, прекрасно сочетается с кроликом. Ну и для украшения, и для вкуса. Веточку базилика. Вот. Приятного аппетита! Все подробности о нашем рецепте читайте под видео. Итак, если вам понравилось видео Саши, ставьте пальцы вверх, или вам понравился рецепт, или он вам был полезен. Также вы можете поучаствовать в нашем конкурсе и выиграть яйцерезку! Итак, что нужно, чтобы выиграть яйцерезку? Ставьте в ваших комментариях рецепты снизу, либо видеоответы на какие-то блюда с кроликом. Самое лучшее, через 2 недели выигрывает эту яйцерезку. Выигрывает яйцерезку! И последнее. Вы можете выиграть. При съемке этого видео пострадал только один нож.